Всем привет! С вами снова канал «Жизнь вкусная». Ищите рецепт самого лучшего печенья американер? Тогда не переключайтесь. В этом видео вас ждет целых 4 рецепта этого популярного печенья. Я очень много экспериментировала с рецептами американера. Кто же не любит это печенье? Самое популярное, конечно же, это печенье с шоколадной крошкой или с шоколадными каплями. Его мы сегодня обязательно приготовим, а вместе с ним шоколадное печенье с грецким орехом и солью, кокосовое и овсяное. Но знаете, что самое крутое в этих рецептах? А то, что все они готовятся на основе одного рецепта, а это значит минимум усилий, максимум результата. По моему рецепту печенье получается умеренно сладким, а по текстуре чем-то на грани кекса и песочного печенья. Именно такой вариант мне нравится больше всего, но вы можете смело экспериментировать. Изменяя пропорцию сахара, масла, яиц и муки, вы можете получать совершенно разнообразное печенье каждый раз. От совсем мягкого, похожего на бисквит, до мягкого, которое слегка тянется внутри, и до плотного песочного. Я сниму для вас видео о том, как, взяв всего один рецепт, и при помощи небольших корректировок получать каждый раз разное печенье. Напишите в комментариях, если вам это будет интересно. Обычно американер готовится методом взбивания масла, так называемый creaming метод, но вы можете смело готовить это печенье и вручную. Кстати, в моем блоге есть рецепт такого печенья на оливковом масле, и поэтому ссылочку для вас я обязательно оставлю в инфобоксе. Что ж, давайте уже приготовим самое вкусное печенье. Сейчас на экране вы видите список ингредиентов для каждого вида печенья. Вы можете останавливать видео или воспользоваться печатным списком из описания. Основа печенья, смесь масла с сахаром и яйцами, одинаковая для всех 4 видов, а поэтому я начинаю приготовление в общей миске. Смесь я затем попросту разделю на 4 одинаковые порции. Для начала необходимо взбить размягченное сливочное масло до нежного, слегка пышного состояния. Всыпьте в масло сахар. Лучше всего использовать мелкий сахар или же сахарную пудру. Взбивайте массу до однородности. Я под настроение люблю вводить ванильный экстракт или какой-нибудь ароматный алкоголь. Его лучше всего добавить на этом этапе приготовления. Теперь начните по одному вводить яйца. Очень важно, чтобы они были комнатной температуры, иначе масло свернется. У меня яйца не очень хорошо нагрелись, и масса все же немного расслоилась. По количеству яиц на видео вы можете оценить, какую большую порцию печенья я готовлю за раз. Масляно-яичная основа готова, и теперь пришло время разделить ее на 4 равные порции. Для приготовления печенья с шоколадной крошкой смешайте сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, содой и солью. Порубите шоколад или используйте шоколадные капли. В масляно-яичную основу всыпьте муку и перемешайте тесто до однородности. В конце добавьте шоколад и вмешайте его. Для шоколадного печенья смешайте муку с какао-порошком, разрыхлителем, содой, солью. Крупно порубите грецкие орехи. Добавьте в масляную основу сухую смесь и перемешайте.
Введите в тесто орехи. Для приготовления овсяного печенья измельчите овсяные хлопья до такого состояния, когда они еще не превратились в муку, но крупных фракций уже не осталось. Смешайте муку и перемолотые хлопья. Мне нравится еще добавить корицу, но это дело вашего вкуса. Не забудьте добавить разрыхлитель, соду и щепотку соли. Получившуюся смесь сухих ингредиентов добавьте в ранее приготовленную яично-масляную основу. Вымешайте тесто. Для приготовления кокосового печенья к муке добавьте разрыхлитель, соду и соль, а также кокосовую стружку. Всыпьте полученную смесь к жидким ингредиентам – маслу с сахаром и яйцами. Перемешайте до однородности. Противень для выпечки застелите пергаментом и выложите на него комочки теста. Я выкладываю при помощи ложки для мороженого объемом 30 мл. В процессе выпечки печенье немного раздастся, так что выкладывайте тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье при 180 градусах в течение 10-12 минут, пока оно не приобретет приятный золотистый цвет. Я пеку в режиме конвекции одновременно на 2-3 противнях. Приготовив тесто, вы можете отправить его в холодильник на несколько часов и выпечь печенье позже. Кроме того, вы можете заморозить тесто в виде комочков и затем выпекать его прямо из морозилки, не размораживая. В этом случае просто откорректируйте время выпечки, немного увеличив его. Что ж, я надеюсь, что мой топ-4 американского печенья пришелся вам по вкусу, и вы покажете это, поставив мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты. С вами была я, Галина Артеменко.